Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейд. Сегодня я хочу продолжить тему декора из картона и шпатлевки и сделать очень красивую ключницу в виде уютного крылечка небольшого дачного домика. Мне кажется, такая поделка должна особенно прийтись по душе тем, кто любит проводить время на природе, выращивать цветы, да и в целом устает от городской суеты и получает удовольствие от тихой и размеренной жизни. Такую ключницу можно еще использовать и в качестве вешалки для кухонных полотенец или, например, вешалки для ножниц и других инструментов в вашем уголке для творчества или мастерской. Ну что ж, не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. Самое главное, что нам понадобится для работы, это картон. Я использую тонкий гофрокартон от обувных коробок и картон от упаковки пищевых продуктов. Например, яиц, печенья, пиццы и тому подобного. Также нам понадобится шаблон. Вы можете отрисовать его самостоятельно, а можете приобрести мои шаблоны на Бусти. Ссылку вы найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Шаблоны переносим на картон и вырезаем канцелярским ножом. Так края получатся ровнее и аккуратнее. Основную заготовку ключницы я сделала в 4 экземплярах и склеила их между собой на полимерный клей. В итоге моя заготовка получилась толщиной 1 см. Ключницу я рекомендую отправить под пресс до полного высыхания клея. В моих шаблонах, которые разместились аж на 3 листах, вы найдете не только основную деталь ключницы, но и детали окошек, рамы, дверь и другие элементы композиции. Все элементы я подписала и оставила свои комментарии к каждой детали. Так вы точно ничего не перепутаете. Все эти шаблоны точно так же необходимо перенести на картон и вырезать. Для пола крылечка, то есть для полочки на ключнице, на которой будет стоять лавочка и цветок, я сделала 5 заготовок из картона. После склеивания всех заготовок толщина этой детали получилась равной 1 см. Если у вас картон будет потолще, то, возможно, вам хватит 2 или 3 заготовок. Для крыши я склеила 3 картонные заготовки, и ее толщина получилась равной примерно полсантиметра. Позже мы будем делать на крыше фактуру, и ее толщина увеличится, поэтому сейчас не делайте заготовку слишком толстой. И чтобы крыша склеилась ровно и ее не повело, каждую заготовку согните по центру заранее, до нанесения клея. А после склеивания всех деталей до полного высыхания клея зафиксируйте крышу прищепками или канцелярскими зажимами в нужном положении. Пока пол, крылечко и крыша склеиваются, разметим на основной детали ключницы расположение всех элементов. Просто переносим размеры пола, окон и двери с шаблона на картонную заготовку. И лучше свериться с имеющимися вырезанными деталями, чтобы они точно совпали по размеру. Крыша высохла, и ее можно приклеить на место. А чтобы бока ключницы получились ровными и аккуратными, я вырезала из тонкого картона полоски шириной по 1 см и оклеила ими все торцы. Дальше приклеиваем на место крылечко, и его торец тоже декорируем картонной полосой. Опять из тонкого гофрокартона, у меня он толщиной 1 мм, нарезаем полоски шириной 1 см. Этими полосками мы будем облицовывать домик, делая его деревянным. Полоски отмеряем по месту, отрезаем лишнюю длину и приклеиваем на клей ПВА, оставляя между полосками зазор примерно в 1 мм.
Я решила на верхней части крылечка, то есть на самом домике, дощечки располагать горизонтально, а на нижней части, там где в дальнейшем будут прикручены крючки, дощечки располагать вертикально. Но вы можете приклеивать полосочки везде одинаково. Теперь возьмем кусок гофрокартона размером чуть больше крыши. Если такой большой кусок не найдете, то состыкуйте два кусочка поменьше. И снимаем у гофрокартона верхний слой, чтобы получилась рифленая поверхность, которая будет имитировать на крыше домика шифер или черепицу. Кстати, в этот раз я взяла гофрокартон толщиной 2 мм, так как у тонкого гофрокартона чересчур частые полоски, и на крыше они бы смотрелись не очень хорошо. Отмеряем нужный размер, обрезаем все лишнее и приклеиваем картон на крышу домика рифленым краем вверх. Я клею на клей ПВА. Закрываем картонными заглушками дверь и окна. Заглушки не вклеиваем, а просто вставляем их в дверной и оконные проемы. Берем любую шпатлевку, у меня белая шпатлевка по дереву фирмы Axton, и наносим ее на лицевую сторону домика. Сначала я хотела наносить шпатлевку мастихином, но быстро отказалась от этой идеи, так как просто пальцами оказалось работать намного удобнее. Слой старайтесь делать не очень толстым, чтобы при высыхании он не потрескался. Даем высохнуть первому слою и наносим второй слой. Только на этот раз шпатлевку наносим не пальцами, а плоской жесткой синтетической кистью. И наносим шпатлевку по направлению досок, имитируя на них фактуру дерева. Обратной стороной кисточки или тонкой деревянной палочкой прочищаем от шпатлевки зазоры между досками. И зубочисткой или торцом мастихина процарапываем еще сильнее рисунок дерева. Так как шпатлевка схватывается достаточно быстро, второй слой лучше наносить частями, чтобы успеть углубить зазоры и процарапать рисунок на досках до того момента, как шпатлевка начнет подсыхать. Если на доске шпатлевку удобно наносить просто пальцами, то на пол крылечка и, например, на заднюю сторону ключницы, то есть на большие ровные участки, шпатлевку удобнее наносить мастихином или шпателем. А на рифленую поверхность крыши и торцы ключницы шпатлевку удобнее всего наносить плоской синтетической кистью средней жесткости. А пока шпатлевка сохнет, вы можете подписаться на мой канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, так вы точно не пропустите мои новые видео. А еще вы можете поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. После высыхания шпатлевки заглушки с окон и двери можно убирать. У меня были остатки от гибкого стекла, и именно им я и решила застеклить окна. Но вместо гибкого стекла можно использовать, например, прозрачный пластик или прозрачную пленку для цветов. Прежде чем вклеивать стекла в рамы, рамы нужно покрасить, иначе неокрашенные торцы будут видны через стекла. Для окрашивания я использую белую акриловую фасадную краску, ее же я использую обычной в качестве грунта. Но можно использовать и обычный художественный акрил или любую строительную краску. Склеиваем на ПВА все детали двери и тоже окрашиваем ее белой акриловой краской. Если вы работаете с моими шаблонами, то обратите внимание, что для каждого окна нужно вырезать по 3 рамы, то есть 6 прямоугольных и 3 рамы для верхнего окошка. И только 4 прямоугольных и 2 для верхнего окошка нам нужно сейчас раскрасить. Причем рамы нужно раскрасить только со всех торцов и с лицевой стороны. После высыхания краски собираем окна.
В этот раз я решила склеивать все части на прозрачный клей Момент Кристалл. Во-первых, мне кажется, он лучше приклеит гибкое стекло. А во-вторых, даже если он где-то и просочится наружу, он будет незаметен. Обычной пилочкой для ногтей или наждачной бумагой немного шлифуем всю поверхность ключницы. Сильно шлифовать не нужно, нам нужно просто убрать острые торчащие пики и выровнять торцы. Протираем влажной тряпочкой ключницу от пыли после шлифовки. И вклеиваем на ПВА самые нижние элементы рам, которые у нас остались не раскрашенными. И подложку для двери. Шпатлевкой аккуратно заполняем все щели. Также шпатлевку наносим и на заднюю сторону ключницы. Я предпочитаю, чтобы работа была красивой и аккуратной со всех сторон. Да и ко всему прочему, шпатлевка добавит прочности нашему изделию. После высыхания шпатлевки берем белую акриловую краску и раскрашиваем внутреннюю часть окон. В принципе, это можно и не делать, если вы повесите на окна плотные непрозрачные шторы. Я же буду декорировать окна полупрозрачной тканью, и сквозь нее будет виден неокрашенный картон. Делаем на шторах складочки, фиксируя их термопистолетом. И им же вклеиваем шторы в оконные проемы. Постарайтесь найти не очень толстую ткань для штор. Во-первых, так шторы будут смотреться воздушнее. А во-вторых, плотная ткань может не поместиться в толщину наших рам. Сверху на полимерный клей приклеиваем рамы со стеклом. У меня был набор кабурных винтов. Их я как раз брала для декора, а не для того, чтобы использовать по назначению. И из одного такого винта я сделала ручку на дверь. Также ручку можно сделать из бусины или подобрать подходящую фурнитуру для шкатулок. После того, как ручка будет закреплена, устанавливаем наличники на дверь и приклеиваем дверь на место. Из картона делаем ящик для цветов на верхнее окошко. Склеиваем его и декорируем гофрополосками так же, как и крышу. Чтобы крылечко служило нам в роли ключницы, нужно прикрутить на нижнюю его часть крючки. Я решила использовать для этой цели небольшие мебельные ручки, но можно использовать и маленькие одинарные или двойные крючки. Если вы тоже будете делать 3 крючка, то можете приложить шаблон к нижней части ключницы и просто сделать отверстие в тех же местах, которые я обозначила крестиком, чтобы ничего дополнительно не вымерять. Отверстие под крючки можно просверлить тонким сверлом или же просто аккуратно проколоть шилом. Вкручиваем крючки и дальше нужно сделать 2 крепления для подвеса. Одно крепление в подобных работах не подойдет, так как ключница от веса ключей будет наклоняться то в одну, то в другую сторону. Можно купить специальное крепление для подвеса, а можно использовать металлические колечки от консервных банок. Такое крепление я тоже периодически использую в своих работах, и смотрится оно неплохо. Поверх всех креплений на задней стороне ключницы я решила нанести еще один слой шпатлевки, но это уже по желанию. Мне просто захотелось скрыть все шляпки саморезов и дополнительно закрепить все крючки и подвесы.
Заодно наношу шпатлевку и на цветочный ящик. Не забудьте после высыхания шпатлевки немного отшлифовать поверхность наждачной бумагой и протереть все влажной тряпочкой. Заготовка ключницы готова, и теперь ее можно загрунтовать белым акриловым грунтом или белой акриловой краской. Прежде чем переходить к росписи, я хочу сказать большое спасибо всем моим спонсорам на Бусти. Для меня очень важна ваша поддержка. На Бусти у меня есть канал, который тоже называется «Семейный хендмейд». Там я пишу статьи, делюсь своим творческим опытом и рассказываю о себе. А еще публикую дополнительные материалы и шаблоны к моим мастер-классам. Ссылку вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь. А если у вас есть возможность, буду очень рада, если вы поддержите мой канал и поможете в его развитии, став спонсором на Бусти. Платная подписка стоит всего 200 рублей в месяц, но ваша поддержка позволит мне выпускать больше видео и чаще радовать вас разнообразными мастер-классами. В России на YouTube уже больше года нет рекламы, и мой канал существует исключительно благодаря спонсорам и их поддержке. Ну а теперь можно переходить к росписи. Еще в прошлом году я купила в Leroy Merlin несколько пробников краски Primalex. Использовала ее уже во многих работах, и мне она очень нравится. Кстати, в итоге пробников хватает на достаточно большое количество работ, и если не забывать фиксировать край пакетика канцелярским зажимом или прищепкой, то краска в течение года не засыхает. Так что возьмите себе на заметку. Пробники краски – это очень выгодная замена художественному акрилу. Ну и, конечно, вы можете использовать для росписи обычные акриловые краски. Краску я нанесла в 2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Цветовую палитру выбирайте на свой вкус. Мне захотелось сделать ключницу в желто-зеленых цветах, поэтому за основу я взяла цвета мятный чай и солнечный блеск. Полочку, то есть пол, крылечко и крышу, я раскрасила краской цвета латте. А дверь краской цвета благородная глина. И этим же цветом я раскрасила и нижнюю часть крыши. Дальше я снова взяла цвет латте и немного состарила им все доски. Для этого краску я хорошо развела водой и нанесла ее на все дощечки, особое внимание уделяя углублениям и ямочкам. Дальше даю краске немного подсохнуть и сухой салфеткой стираю ее с самых выступающих частей. Удобнее это делать в несколько заходов, иначе краска полностью высыхает и уже не стирается. Так как у меня зазоры между досок, да и сам рисунок дерева получились не очень фактурными, я решила все эти детали аккуратно дорисовать тонкой кисточкой. А заодно визуально углубляю рисунок на двери. Если вы так же, как и я, немного переборщили с состариванием, то плоской сухой кистью проходимся по всем дощечкам базовыми цветами. У меня это мятный чай и солнечный блеск. Заднюю сторону ключницы я раскрасила краской цвета латте. А теперь займемся декором. Для лавочки нам понадобится 4 маленькие палочки от мороженого. Можно, конечно, использовать и обычные палочки, но тогда их нужно будет укоротить до 7 или 7,5 см. Также понадобится палочка для кофе и 1 палочка для суши.
От палочки для суши нужно отрезать 4 кусочка по 2,5 см. Это будут ножки лавочки. А от палочки для кофе нужно отрезать с краев по 3,5 см, чтобы с одной стороны отрезки получились с закругленными краями. Это будут задние перекладины. И 2 отрезка по 2 см. Это будут нижние перекладины. Все части лавочки склеиваем на клей ПВА, так как я показываю на видео, и оставляем до полного высыхания клея. Также из детской массы для лепки, высыхающей на воздухе, я слепила котика. Но этот процесс на видео я не снимала. И, честно говоря, намного проще купить готовую фигурку котика, например, на AliExpress, и по желанию ее перекрасить. Потому что лепить такие фигурки достаточно сложно, да и результатом я не очень довольна. Но так как мне котик был нужен здесь и сейчас, то буду довольствоваться тем, что получилось. А еще у меня был вот такой горшочек. Когда-то давно я покупала такой набор в фикс-прайсе. И вот, наконец-то, он мне пригодился. Но можно сделать вазон для цветов и из яичных лотков, вырезав 2 вот такие детали и склеив их вместе. Ящик для цветов я раскрасила краской цвета латте. А лавочку и горшок сначала раскрасила краской цвета кофе пролине. А затем добавила в нее темно-коричневую акриловую краску и нанесла спонжем на горшок вторым слоем, чтобы горшочек получился похожим на глиняный. Сухой кистью добавила на нижние и верхние края и во все углубления зеленую краску, имитируя мох. Котика я решила сделать рыжим с полосатым хвостиком. Раскрашивала его, сверяясь с фотографиями настоящих рыжих красавчиков в интернете. Полочка и крыша ключницы мне показались немного бледноватыми, поэтому я решила добавить цветом краской кофе пролине, а заодно и подчеркнуть фактуру. Для этого краску набираю на сухую жесткую кисть и аккуратно прохожусь по всей поверхности, как бы подметая ее. В итоге самый выступающий рельеф окрашивается в более темный цвет. Спонжем этой же краской я затонировала все торцы ключницы и ящик для цветов. Теперь можно приклеить весь декор на полимерный клей. И чтобы ключница смотрелась еще интереснее, я решила добавить кое-каких деталей. На лавочку я приклеила связку ключей и цветок. На входную дверь добавила глазок. Его я сделала из обычной мебельной шайбы. И над входной дверью я повесила колокольчик, закрепив его в донышке цветочного ящика. В цветочный горшок и ящик для цветов я вклеила искусственную зелень. Ну и в самую последнюю очередь я решила добавить преддверный коврик. У меня было вот такое небольшое кружево, его я покупала, по-моему, в Симоленде, и его размер идеально подошел к моей работе. Кружево вымачиваю в разведенном водой ПВА и приклеиваю на место. После того, как коврик высохнет, ключницу можно по желанию покрыть матовым или глянцевым акриловым лаком. Наша работа готова и можно полюбоваться результатом.
Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.